Перед нами лежит несколько устройств. Во-первых, это USB модем, сим-карта МТС с тарифом безлимитище, тариф, кстати, архивный на сегодняшний день, и смартфон, с помощью которого будет раздаваться Wi-Fi. Данная тема будет актуальна не только для тарифа безлимитища, а также для тарифа тарифище от МТС, а также актуальна для тарифа Unlim от Beeline. Проблема в том, что с недавних пор наложили ограничения по раздаче Wi-Fi на данные тарифы, то есть вы платите деньги, если раздаете Wi-Fi, а также наложили ограничения на модем, USB модем. Данный модем, кстати говоря, прошит, имеет email от смартфона, и поэтому раньше все работало хорошо, вставлял в компьютер, и все эти тарифы, о которых я сказал, работали с безлимитом на компьютере. На самом деле и при раздаче Wi-Fi, и при использовании модема есть одно решение. Но решение не гарантированное, не факт, что оно вам поможет, на самом деле о нем известно уже в принципе давно, но работает ли оно сейчас, актуально ли это для сегодняшнего дня, это сказать сложно. Все это мы сейчас и проверим. В чем же выражается данная проблема? При использовании сим-карты в USB модеме, при превышении 100 мегабайт использования, накладывается ограничение на многие сайты. Не на все, подмечу, на многие. И вы замечаете, что перестают быть доступными некоторые сайты, а также игровые клиенты. Также вы получаете на модем SMS-уведомления с сообщением о том, что у вас ограничен интернет, как вы использовали больше 100 мегабайт трафика, и вы должны будете заплатить 50 рублей и сутки пользоваться безлимитом. В некоторых случаях даже 75. Я думаю, что это зависит от региона. Так вот, сейчас эту проблему мы постараемся решить. Посмотрите, что я буду делать. И, возможно, мы получим положительный результат. Если же мы получим отрицательный результат, в любом случае это видео я выложу в интернете, в любом случае вы увидите, что у меня получилось. И стоит ли вам тратить свое время и деньги на эти попытки. Итак, вот личный кабинет данной сим-карты. Симка уже вставлена в модем. Вы можете видеть счет. Было 65, 13 сняли за использование ежесуточного. Вот вы можете видеть наименование тарифа. Ниже нас интересует статистика. Нажмем детальная статистика. Выберем даты. Я давно уже не пользовался модемом. По-моему, если не ошибаюсь, давайте выберем. Апрель мы выбрать не можем. Давайте с 29 апреля по 31 мая. Ниже мы видим с вами наименование услуг. И вот мы видим такую запись «Раздача трафика». Именно это и приводит к снятию лишних денежных средств. Раздача трафика, раздача трафика, раздача трафика. Когда она превышает 100 мегабайт, у вас списываются деньги. Это сейчас мы будем решать одним из способов. Бытует такое мнение, что МТС определяет, раздаете ли вы интернет-трафик с помощью Wi-Fi, либо же модема, за счет время ожидания, то есть пакета TTL. TTL – это время жизни пакетов по IP-протоколу. Вот что это такое. Так вот, значение время жизни пакетов на смартфоне 64, а на компьютере под операционной системой Windows 128. И наша задача изменить так, чтобы было как на смартфоне. Но и этого будет мало. При раздаче по Wi-Fi интернета, либо же при использовании его в модеме, происходит уменьшение время жизни пакета IP-протокола. То есть, если у вас было 64 на смартфоне, то станет 63. Если было Windows 128, то станет 127. Именно так МТС и вычисляет, что вы раздаете трафик. Наша задача поставить в операционной системе Windows не 64 время жизни, а 65. И при уменьшении на 1 будет те самые 64. Что и будет являться правильным по идее. Сейчас через командную строку мы с вами узнаем, какое значение имеет время жизни пакета в IP-протоколе. Для этого в поиске введем KMD на английском. Видим командная строка, правой кнопкой мыши запуск от имени администратора. Здесь нам важно сейчас узнать,
адрес локального хоста вашего компьютера, точнее вашего модема. Для этого пишем ipconfig и нажимаем Enter. И здесь находим IPv4 адрес. Можно его скопировать. Копировать в командной строке правильно с помощью комбинации клавиш Ctrl-C или C. Итак, скопировали адрес, теперь пишем ping, новую команду, пробел и данный адрес. Здесь он может быть абсолютно любым, чаще всего адрес обозначение имеет 192.168.0.0.1 или что-то подобное. Но в данном случае может быть и такой, неважно. Написали ping пробел адрес, вставили с помощью комбинации Ctrl-V и нажали Enter. И сейчас мы видим запросы. И в конце запросов видно, какое время жизни пакетов имеет значение. В данном случае 64. Вообще на компьютере он должен быть 128, но я уже его изменял на смартфоновский 64. Но этого будет недостаточно, об этом мы сейчас и поговорим. То есть вот вы должны эту информацию получить. Ну и конечно, давайте я покажу вам инструкцию о том, как изменить значение TTL пакетов. Для этого нам нужно нажать сочетание клавиш Win плюс R, написать здесь команду regedit, нажимаем ОК. Сейчас мы с вами будем использовать реестр. В реестре нужно быть предельно аккуратным и не изменять никаких лишних параметров. Лишь делайте то, что делаю я. Давайте перейдем в начало. Вы увидите в левом окошке вот такое меню, точнее каталоги. Переходим в следующий пункт. HK Local Machine. Далее открываем папку System, у меня она уже открыта. Далее Current Control Set. Ищем ее, вот она. Листаем вниз. По алфавиту. В общем, ищем TCP/IP и TCP/IP6. Выбираем папку Parameters. Итак, выбрали папку Parameters. Также не забыли, что в TCP/IP6 в Parameters мы будем делать то же самое. То есть мы не должны, в принципе, открывать эти каталоги. Здесь они нам не нужны. Просто выбираем Parameters левой кнопкой мыши. Переходим в правое окошко, и здесь у нас какие-либо значения. Ничего здесь не трогаем. Нажимаем на пустом месте правой кнопкой мыши «Создать». Параметр dword32. Если же у вас есть 64, не обращайте на него внимания. Просто нажимаете параметр dword32 бита. Пишите здесь внимательно, с большой буквы, default и большими буквами TTL. Вот так это будет выглядеть. Default TTL. Не сделайте здесь ошибок, иначе работать способ точно не будет. Теперь двойным нажатием открываем Default TTL, выбираем систему исчисления десятичную, и здесь пишем не 64, как на смартфоне, а 65. То есть при уменьшении на единицу оператор МТС не поймет, что мы как бы раздаем трафик. Они будут получать 64. Нажимаем ОК, то есть 65. То же самое делаем TCP/IP6, выбрав Parameters. И здесь добавляем все то же самое. Изменяем десятичное 65. Окей. Вот все, что нужно нам сделать, чтобы проверить, будет ли этот способ работать. Закрываем редактор реестра. И нам осталось лишь протестировать. Если по исчислению 50 мегабайт вы получите, точнее 100 мегабайт, сообщение о том, что опять ограничено, значит этот способ не сработал. Сейчас будем тестировать, а потом снова с вами свяжемся. Кстати, очень важно, не забудьте перезагрузить компьютер после того, как изменили время ожидания TTL.
Это обязательно. И потом только пробуйте, получилось или нет. Также бытует мнение, что если даже этот способ и поможет, то вы сможете пользоваться только браузером. Имеется в виду лазить в интернете по различным источникам, смотреть видеоролики, фильмы. Но при использовании, к примеру, сетевых игр, допустим, в Steam какие-либо игры, либо же в Origin, либо танки, CS, в общем, неважно, это не имеет значения. В общем, при использовании любых игр все равно МТС палит, что вы используете сервера данных игр. Так это или не так, я пока что не знаю. В общем, ждите полной проверки. Сначала израсходую 100 мегабайт в браузере. Если же я не получу смс, то значит все в порядке. А дальше я буду играть в онлайн-игры. Также, если ничего не придет, значит мы продолжим пользоваться безлимитищем, либо же тарифищем, либо же анлимом. В общем, вот такая вот история. Ждите результат. Есть еще одно мнение, что при обновлении операционной системы Windows, опять же МТС палит, что вы раздаете трафик. Так это или не так, опять нам предстоит проверить. Придется установить пару обновлений и посмотреть, не будет ли смс-ки, не спишут ли 50 рублей. В общем, ребята, плохие новости. Даже при использовании интернета в браузере все-таки получили мы смс-ку. Каждый день вы можете бесплатно делиться 50 мегабайтами трафика, а я говорил 100. Ну ладно, это не так важно. В общем, 50 рублей по идее списали. Да, 50 рублей улетели. Теперь как бы я сутки могу пользоваться бесплатно, но дороговатый выходит тариф. Согласитесь. Поэтому именно на тарифище и на безлимитище, кстати, я попробовал и на том, и на другом, не работает этот способ. И пока другого у нас нет. Говорил с другом, он использует Beeline Unlim, этот способ у него работает. И он раздает Wi-Fi без проблем со своего телефона. В принципе, вы можете тоже попробовать этот способ, но это уже на вашей как бы совести. Хотите пробовать? Пробуйте. Может, что-то у меня пошло не так, что-то именно не получилось у меня. Так что пробуйте, если вам это нужно. Но так, ролик все равно получился информативным. Я считаю, что вы должны знать эту информацию. Ну и на этом все.